Вот ты говоришь, что есть важные для понимания квартели: пространство, время, энергия, информация. А что такое в этом контексте информация? Как эту четвертую квартель применять в жизни? Что такое информация? Что такое информация? Ну, если по-простому, информация – это значимое различие. То есть это что-то, что имеет для вас какое-то значение настолько большое, что для вас это важно. Потому что если это не важно, то это не информация. Да? То есть большая часть людей, которые прослушают этот ролик потом на ютубе, ну, им, скорее всего, это будет не важно. И это не будет для них информацией, это будет для них бредом. Но, скорее всего, однажды в их жизни случится момент, когда остро встанет вопрос смысла. Смысла. Они пойдут его искать. И, скорее всего, если они в этот момент столкнутся с этим роликом, то это будет для них каким-то глубоким пониманием. Вот. Потому что для всего есть свое время. Значит, информация обладает, она становится информацией, когда она, во-первых, отличима. Ну, то есть она описывает вам какое-то различие чего-то от чего-то. Да? То есть вы до этого не различали, да, там, сознание и подсознание, вы не различали. И тут послушали ответ на предыдущий вопрос. И стали различать только что. Вот это информация. Потому что произошло различение. И еще оно значимо для вас. Да? То есть, был такой вопрос внутри, как это отличается, как это работает. Вы получили ответ. Это значимо, и это позволяет вам различать. Вот это информация. Значит, это такое техническое определение. С точки зрения нашей системы, суть, конечно, информации – это смысл прежде всего. Смысл. Каждая вещь имеет смысл. И, собственно, вся система моя построена на чем? На том, что я показываю природные смыслы. Природные смыслы всего, что происходит во Вселенной. У каждого поступка есть смысл. У каждого проявления, каждого живого существа есть смысл. Есть смысл всего, что происходит в политике, да, там есть смысл всего, что происходит в экономике, всего, что происходит снаружи, всего, что происходит внутри. У всего есть смысл. Так вот, информация, да, как квартель, четвертая квартель, она позволяет нам понимать смыслы. И понимая смыслы, вы можете получать контроль. А контроль есть абсолютная власть. Абсолютная власть. Не просто власть. Да? Просто власть построена на влиянии. На влиянии. То есть влияние что такое? Это когда вы на что-то влияете, но не можете получать гарантированный результат с вероятностью 100%. А вот это влияние. На этом построена власть. Есть разные процессы, и вы влияете на этот с одной вероятностью, на этот с другой вероятностью. Но опыт может выйти из-под контроля. Да? Эксперимент может пойти там своим путем. В политике, например, тот, кто претендует на власть, там много сил, да, и он пытается стать главной влияющей фигурой. Но как пойдет, никогда неизвестно. Потому что тут все пробуют влиять на всех. Да? И это очень сложная система взаимовлияния. И совсем другое дело контроль. Вот, например, наука, она хочет абсолютную власть. Она хочет контроль. Это не просто влияние. Это формула. Понимаете, это формула. То есть, когда идет формула, то это значит, что вы раскрыли, как работает это во Вселенной. И Вселенная будет вас слушаться со 100% вероятностью. Поэтому вы можете построить завод и выпускать самолеты. И они будут летать. Вот 100 самолетов выпустить, и 100 будет летать. 100 самолетов произведется. Вот сегодня Боинг построит 100 самолетов, и 100 будет летать. Ни один не упадет. Почему? Потому что понимание вот этих вот всех вещей, да, планирование, там, не от слова плана, а от слова планировать, да, воздухоплавание, аэродинамики, оно достигло сегодня такого понимания, такого уровня, до формулы, все понятно, из чего сделать этот самолет, какие крылья сделать, ширина, длина, все понятно. Только делай. Металл слушается, понимаете? Мы подчинили металл, потому что мы все знаем про него, его химическую формулу, физические там всякие параметры, все знаем. Вот бери хочешь сделать самолет, вот, пожалуйста, делай
раз, два, три, четыре, пять, там будет список из миллиона пунктов, сделаешь, и все будет летать. Потому что есть не просто влияние, может полетит, может не полетит, да? Так никто не летает сегодня. Есть контроль. Взяли, сделали и полетели. Абсолютный контроль. Нет способа, что металл не будет вас слушаться. Будет, никуда не денется. До формулы доведено. Так вот, это и есть смысл, да? Вот что такое владение информацией. Это силы во Вселенной довести до формулы. Вот тогда вы контролируете самый высокий уровень. Смыслы. Смыслы. Только смысл позволяет управлять Вселенной. Все остальное только влиять. Можете пробовать, можете не пробовать. Может получится, может не получится. Но если вы знаете смыслы, то гарантированно получится. Вот, например, я сейчас совершенно серьезно претендую на то, что любому человеку, который готов делать определенные процедуры, я могу вернуть энергию. Я никогда и нигде не видел, чтобы кто-то это делал. Ни в интернете, ни в реале. Я вижу, что многие люди работают над этой темой. Я набрал кучу технологий там, у разных людей, дыхательных практик, там, проживательных, медитативных и прочего. Но у меня есть ключевой компонент понимания смыслов, благодаря которому я могу расставить все методики таким образом, что любой человек, который способен делать домашнее задание, может вернуть себе энергию. Любой, понимаете? Вот любой, кто хочет и способен вкладывать в это усилие, может вернуть это. Хотя это, я не знаю, это намного сложнее, чем сделать самолет. Потому что вернуть себе потерянную энергию, например, в детстве, подавленную, или там, которые раздирают эмоции, большинство людей не могут даже об этом мечтать. Они просто живут, как пришлось. Просто вот так пошло уже, все, так дальше и живет. Что-то там потихонечку пытается подкрутить. Так вот у меня сейчас в проекте есть формула. Формула, понимаете, вот я довел это до формулы. Чего, как делать там. Причем считается, вот, например, если вы возьмете исторические там книги по буддизму, там каких-нибудь авторов, особенно каких-то европейцев, которые прикоснулись к этой культуре и потом принесли это обратно в западный мир, да? И они описывают свой опыт. И там везде будет прослеживаться, да, что мир смыслов, он очень понятный, а вот ощущения тяжело описать. Тяжело описать ощущения, это не так понятно, там. Это всегда только вот метафорами, там, с какими-то отсылками. Нет. В моем проекте уже даже ощущения описаны как смыслы. Как формула. Просто берешь вот это, сначала делаешь вот это, потом вот это, вот этим инструментом докачиваешь вот это, вот тут находишь вот это, соединяешься с источником энергии, вот так ты им пользуешься, и все, она начинает расти. Так можно, в принципе, при желании, запарившись, описать совершенно любой процесс во Вселенной. Вот эта информация, она дает высшую степень власти, контроль над тем явлением, смысл которого вы поняли. Почему это так? Почему это так? Это не так просто понять. Человек рождается как тело. Он ничего не понимает. Просто ест, орет, там пяткой бьет и все. Потом он осознает себя, как я только что описывал в ответе на предыдущий вопрос. Да? Потом он учится, осознавая себя, он учится телом своим управлять, свойства какие-то свои развивает, учится читать или английский язык. Потом еще что-то, потом еще что-то. Вот. Потом, когда он освоил какую-то свою энергию, он выходит в этот мир, предлагает себя свой продукт. Например, поет или танцует, или он инженер, или врач, или юрист, или еще кто-то. И по сути дела, он приходит в мир и говорит: смотрите, я обнаружил в себе вот такие-то свойства, применил их к таким-то энергиям. Вот я, например, водитель автобуса, да? Вот я освоил, как своей энергией управлять энергией автобуса. Вот я могу соединить две энергии. Себя как водителя и автобус как управляемое средство. И я предлагаю обществу свой вот этот навык. Да? То есть соединение своей энергии с чьей-то еще. Вот это все, что мы делаем. Но что дает нам именно информация?
Тело это пространство. Да? Чувства, эмоции дают нам ощущение отдельности, своего отдельного внутреннего мира. Тело у всех по одинаковым принципам работает. Чувства, эмоции у всех свои. Управление энергией дает нам свое место в обществе. Но прикол в том, что все энергии, они работают по законам природы. Все энергии работают по законам природы. Если вы посмотрите вот на, как бы, не знаю, там, внутрь какого-то предмета, там протоны, электроны, там какое-то движение, оно может показаться вам неупорядоченным. Но если вы отодвинете камеру и посмотрите уже так более абстрактно, вы увидите, что оно подчинено законам определенным. Если вы возьмете жизнь 100 человек, да, вам будет казаться, что это хаос. Но если вы посмотрите на это более абстрактно, вы увидите, что их жизнь подчинена определенным законам, они проходят определенные циклы и последовательности, взаимодействуют по определенным закономерностям. То есть хаоса-то в природе нет. Хаос – это взгляд того, кто просто не понимает закономерности. А когда ты их понимаешь, то для тебя нет хаоса. Вот ученый может, например, там, знаете, да, по одной кости понять схему всего животного. Почему? Ну, потому что эта кость, к ней крепится еще одна кость, а кто еще, а кто еще, а кто еще, а кто еще. И в итоге по одной кости можно всю цепочку проследить. И любой профессионал в своем деле, он же элементарно это видит. Вот, там, не знаю, покажите мне там, как кто-то, ну, не знаю, что-нибудь, какую-нибудь дизайнерскую работу выполнил. Ну, я не смогу дать оценку, я не ловлю это исходно. Но придет профессиональный дизайнер, сразу скажет, вот косяк и вот косяк. А как это? Для меня это будет немыслимо. Для меня это хаос. Для него это порядок. Он знает, на что смотреть. Точно так же вы ко мне придете, да? То есть мне человек пишет ВКонтакте: здравствуйте, у меня там уретральный вектор там и ля-ля-ля. Что мне делать? Я пишу: успокойтесь, у вас нет уретрального вектора. Он говорит: откуда вы знаете сразу? Откуда вы знаете? С чего вы взяли? Вы меня не видели. Я говорю: да мне не надо видеть. Я как бы... Вы пишете одно предложение. Одно предложение вы мне пишете. Я уже знаю ваш векторальный набор. По крайней мере, есть у вас уретральный вектор или нет. Почему? Потому что я так же, как и тот, который занимается там животными, по одной кости может воссоздать все животное. Я могу по одному слову воссоздать все, что у вас есть в голове. Ну, не по слову, но там по абзацу. Почему? Потому что я слышу, какие смыслы пишут человеком, да? Ну, просто я навострячился на это делать. Ну, это никакой мистики нет. Обычный профессиональный навык. Обычный профессиональный навык. Вот что такое смысл. Вот что такое смысл. Смысл направляет энергию. Применительно к жизни конкретного человека, самое главное, что должна дать информация. И чем выражена его информация. Вот конкретно твоя информация, это что такое? Это смысл твоей жизни. Общая информация – это смыслы Вселенной, как устроена жизнь в целом. Твоя личная информация – это смысл твоей жизни. Как только ты с ним определишься, с тебя пойдет энергия, да, то есть возникнет страсть, да, это состояние определенного человека, который нашел смысл своей жизни. Всегда это страсть. Ничем не может больше заниматься, кроме того, что вот реально прожил как свое. И ничего больше не интересно, ни о чем не думает, и вообще на все пофиг. Страсть. Понимание смысла своей жизни рождает внутри страсть. Хочется заниматься только этим. Потому что все остальное что? Бессмысленно. Бессмысленно. Поэтому энергия так спускается. Да? Человек находит смысл своей жизни. Его превращает в жизненные цели. То есть, как я хочу отыграть этот смысл. В семье, на работе, с друзьями, тут. И появляются жизненные цели. Каждая цель соответствует смыслу. Под каждую цель появляется планчик. Да? Такая ветвица дерева такое. В каждом действии, если оно соответствует смыслу жизни, из которого вытекает цель, вы знаете эту цель, и вы знаете план к ней, и следующий шаг, и вы сейчас на этом шаге, то есть все сошлось, да, парад планет такой, да, то у вас возникает правильная эмоция. Вам хочется сделать это. Почему? Тело само толкает. Оно хочет, и действие происходит автоматически. Вот они, 4 канала, да? Ум дает смысл, роли
цели, планы дают шаги, да, и правильную форму, ну, правильное состояние, скажем так, да, слово форма вас может смутить, правильное состояние. То есть смысл для него в конкретной сфере жизни есть правильная форма, упаковка, состояние. Это состояние дает определенную эмоцию, и тело делает действие автоматически. Но все так сработает, да, чтобы вы на потоке. Легко на потоке, чтобы вы все делали. Только если у вас закрыт первый элемент, смысл вашей жизни. У большинства людей смысл жизни не найден. А посему они идут к своим целям и чувствуют, не мое, что-то тяжело, ой, что-то жопу не отодрать от дивана. Еще там что-нибудь. Ну, то есть, идут против своего потока. Почему? Потому что свой не найден. Не найден смысл своей жизни. Поэтому цели не попадают в смысл. Поэтому смысл тянет в одну сторону, но это непонятная сторона, потому что смысла не найден. А цели понятные, но в другую сторону. И в итоге ни смысла, ни целей. Раздрай. Вот что такое смысл. Вот что такое информация. Ну, как определить смысл, может быть, был бы следующий вопрос. Ну, если будет следующий вопрос, то будем на него отвечать. Вот на этом закончим.